Also the waves of energy in the space. А также волны энергии в пространстве. Because it is through these waves that there is the transformation, the transmission of energy from one place to other place. А благодаря волнам происходит передача энергии с одного места на другое. Otherwise, how can we communicate with each other? Иначе как бы мы друг с другом общались? When one speaks, other person can hear how it is happening. Когда один человек говорит, а другой слышит, как это происходит? Здесь sound waves. Yes, sound waves. Правильно? Sound is vibration. Вибрация звука. And there is wonderful phenomenon going on in this process of transmission. И в процессе этой трансмиссии происходит удивительная вещь, удивительный феномен. How you are able to communicate your idea to the other person. Как мы можем сообщить, рассказать о своих идеях другому человеку? So when you got an idea Когда у нас в голове возникает идея in your mind, в нашем мозгу, and that idea is translated into sound эта vibration. идея, она When you utter a word, транслируется в звук, и тогда мы произносим его, когда мы произносим слова. and the sound is transmitted in the form of waves И этот through the звук space. переносится в форме звуковых волн. And when once it reaches your ear, Достигает уха слушателя. so ear is only a medium of hearing. Ear itself is not responsible for hearing. А ухо – это лишь орган, ответственный за, средство передач для улавливания звука. Да, он сам ничего не слышит. Ухо само ничего не слышит. So when the sound reaches, Когда звук достигает уха, then the sound vibration once again is translated into thought. тогда вибрация звука, она опять превращается в мысль, переделывается в мысль. So all this is Преобразуется, вспомнил слово. all this is happening through the waves of energy, И весь этот процесс, он происходит с помощью волн, like a flowing river. подобно текущей реке. So all this is on the plane of vibration. И все это происходит на плане вибрации. So therefore Rudra is responsible for this. А раз так, значит Рудра за это ответственный. Потому что Рудра – это бог вибрации. And then Avaswan. Авасва. Следующее слово. Авасва. Avaswan means the one having the form without sound. Without sound. Without sound. Avaswan. Авасван означает того, кто сделан в форме, в которой нет звуков. So what is the form without sound? Sound. The Что это за Avaswan means что это за формы такие без звуков? having the form without sound. Авасван означает имеющий форму, не обладающий звуками. So Что это за формы такие? what is this which is having
a form without sound which can flow. То есть что это такое? Какие формы не имеют звуков, которые могут течь? That is the mind. Это ум. Because the mind, the fastest that can move is the mind. Потому что ум — это самое быстрое, что существует в нашем мире. That can move without sound. И он может передвигаться без всякого звука. Because that is on the higher level than these sounds. Потому что ум находится на более высоком уровне, чем звуки. But that is also of manifestation of Rudra only. Но при этом ум все равно является проявлением Рудры. So that is the mental movement. Это ментальное движение. For example, when you are sitting here, Например, когда мы сидим здесь, if you think of your house in Ukraine, immediately you are mentally there. если мы подумаем о своем доме в Украине, мы немедленно там окажемся. You don't need any flight. Для этого не нужны ни самолеты, So ничего nothing can другого. be so faster than your mind. Ничто не может быть быстрее, чем ум. But the only thing is, we are not able to utilize this fast moving entity according to our purpose. Единственная загвоздка в том, что мы не можем эту сущность, так быстро передвигающую, использовать в своих целях. Because it is not under our control, we are under its Потому что control. ум не находится под нашим контролем. We are controlled by mind, mind is not under our control. Это ум нас контролирует, а мы ум не контролируем. That is why every time Именно поэтому каждый раз the mind can move in different directions at every time. Именно поэтому наш ум ускакивает все время в разных направлениях. And that makes it very difficult for us. И это делает нашу жизнь сложной. So the whole the science of yoga is how to deal with your mind and how you can use your mind properly. И вся наука йоги посвящена только одному предмету: как мы можем управлять нашим умом, не управлять, а управляться с нашим умом таким образом, чтобы он служил нам, а не мы ему. Because it has such a high speed. Потому что он настолько быстр. You remember, Master has given a wonderful story about this. Вы помните, наверное, эту историю, которую мастер дал, удивительную, про ум. Because we always want to make so many things very fast. Потому что мы все время хотим так быстро что-нибудь, очень много вещей сразу сделать. It is physically not possible. Физически это невозможно. But the mind goes faster. Но ум, он гораздо быстрее, чем физическое тело, поэтому ему хочется все это объять, необъятное. And we want to do this, do this, do this. Сделать миллион дел одновременно. So one fellow, И однажды один человек he went to his guru пришел к своему учителю and asked his guru to give a small mantra. и попросил гуру дать ему маленькую мантру. When you utter the mantra, then there is the monster before you. Чтобы, произнеся ее, он получил своего джина. And you can ask the monster to do your work.
которого можно so much work попросить, you have, so которого можно попросить сделать всю работу, которую ему нужно сделать, потому что у него так много you работы. can use this monster like your servant to get your work done. Джин будет твоим слугой. So this master said it is very dangerous because И мастер сказал, это очень опасная штука. if you cannot prescribe the work to this monster, then the monster will eat you. Этот джин, если ты ему не сумеешь дать достаточно работы, тогда он немедленно тебя съест. But this fellow said, I have so much of work, I can keep the monster always busy and engaged. Но самонадеянный человек сказал, у меня столько работы, что ее все равно не переделать, поэтому давай. So he has given a mantra and this fellow went home and Гуру дал uttered the мантру, mantra. человек пришел домой и произнес эту мантру. And the monster is ready. Джин встал перед ним What should I do now? и говорит, ну, что мне сделать? He said, you go to my house and bring my book is there. Человек говорит, слетай в мой дом, принеси мне такие-то вещи, книги. So this fellow was thinking that before the monster comes back, the next work can be ready. Человек думал о том, что пока тот за книгами слетает, он приготовит ему следующую работу. And there will be a little gap for preparation. И у него будет какое-то время для того, чтобы приготовить следующую работу каждый раз. But the monster said, here is the book, what you want. Но как только он произнес, что нужны книги из его дома, What is the next Джин work? сразу сказал, вот твои книги, What is the next work? что мне теперь сделать? So then this fellow thought, oh, he is very fast in working. Тогда человек подумал, да, он быстрый. Then he said, you go to Guntur Тогда он его послал подальше, говорит, слетай в Гунтур and bring my papers from there. и принеси мои бумаги там оттуда, вот Because с he was такого-то thinking, места. for us to go to Guntur and come back, it takes many hours. So for monster, at least it may take 1 hour. Потому что он рассуждал так, что если для нас столько часов нужно, чтобы в Гунтур сходить, съездить, то у Джина как минимум час уйдет на это. But the monster said, here are your papers. Но как только он закончил произносить свои слова, Джин уже сказал, а вот твои бумаги, что мне теперь сделать? Then he was a little bit confused, he was a little bit afraid. He could not know that it is so fast. Тогда человек стал немножко побаиваться уже, потому что он не думал, что он такой быстрый. Then this master is asking, what is the next work? Otherwise I will eat you. А Джин опять говорит, что мне сделать? Если не дашь мне работу, я тебя съем. So then this fellow, he said, you go to St. Petersburg. Тогда этот человек придумал, он говорит, слетай-ка в Санкт-Петербург. And there is my friend and У меня там есть друг, you bring such and such thing from my friend. от этого друга привези мне что-нибудь, вот такие-то вещи. And then the master said, yes, it is here, ready. И Джин тоже говорит, да, вот, пожалуйста, бери. So now what to do? Теперь что делать человеку? Then this fellow was starting to think what to do now. Where can I send this monster now? Он стал думать, куда я вообще могу его послать-то теперь. And the monster is approaching. А Джин он стал к нему приближаться. And then he said, you go to the moon and bring moonstone. Тогда он сказал, слетай на Луну и принеси мне лунный камень. And the same thing, it is here, Ну, ready. естественно, произошло то же самое. Джин тут же выложил перед ним этот камень, сказал, вот он. So everything is exhausted within few minutes. За несколько минут закончились все его дела, получается. Then this fellow said, this mount is there. You bring the mount on this side. Тогда он сказал, смотри, вон на ту гору, пожалуйста, эту гору передвинь вон туда. Then the master said, yes, now you can see that mount is not there, it is here. И в этот момент Джин сказал, ну да, вот я сделал это, смотри, твоя гора вон теперь где.
Now everything is finished and this fellow now started now. В общем, человек исчерпал всю свою фантазию Now the monster is surely going to eat me away. и понял, что сейчас его съедят. And he started to run away from the monster. И он пустился на утек от этого джина. So much terrified. Ужасно, весь в ужасе. And then his friend, like Peter, he said, "Where are you running?" He said, "Don't stop me, the monster will kill me away." Встретил друга такого, как Петро. Тот попытался его остановить. Он говорит: не останавливай меня, я ужасно спешу, меня сейчас съедят. Then the friend asked, "What happened? Why should the monster kill you?" Друг спрашивает: почему тебя должны съесть? He very quickly Что explained, случилось? I Он could быстро I говорит: could not keep him я должен дать ему occupied. работу, а у меня нет больше работы. Then he said, "It is very simple." Тогда друг сказал: да, это же очень просто. So simple, because I have so much work and everything is exhausted in a few minutes. Как это просто? У меня столько работы было, а он за несколько минут все переделал. So he asked this other person, asked the monster to make a big pillar, big И тогда mast. друг подсказал очень хорошую идею. Он говорит: вели ему построить огромный столб от земли до неба. And the monster said, "Yes, there is the pillar. И джин говорит: а вот твой столб. What I have to do next?" Что мне дальше делать? Then he said, "You creep from downwards to up the pillar and creep upwards to downwards." А друг говорит: ты ползай наверх и вниз, наверх и вниз. Как только до верха доползешь, так вниз ползи. And Снизу вверх. keep doing this until I call you. Крип, карабкаться, да? Да, Yeah. сказал. So he told this fellow, when you have some work, call him, get your work done, and again keep him engaged, going up and down. И друг подсказал: вот так пусть, говорит, ползает, скажи ему, когда у тебя будет какая-то работа, ты ему скажи, пусть сделает. So Я that просто уже monster, ее, наверное, в 15-й раз слышу, поэтому я ее не замечаю, когда говорит Ананда Кришна, ее рассказывает. Почему непонятно? Наблюдать за, это же наблюдать за дыханием. Конечно. so that monster is our mind. Итак, этот джин — это наш ум. So if you could not Если не можете, prescribe если у вас нет работы, которую вы можете ему you поручить, could not prescribe any proper work to your mind, then completely you are lost. Если вы не можете загрузить ум работой, тогда тогда он поглотит вас. Поглотит. If you give even little time to your mind to think Если даже секунду, without a proper direction, если даже секунду вы прозеваете, и ваш ум начнет, в смысле, не дадите ему направления действия, тогда ваш ум начнет, then it starts тогда он начнет блуждать. it starts making so many ideas and so many plans, Начнет ideas, вырабатывать столько разных идей are making so many impressions about others. и столько всяких впечатлений о других людях. That Peter is a friend and he is an enemy and he is Начнет думать, там вот Петр мой друг, а вон там вот этот человек ко мне враждебно настроен, еще что-нибудь начнет all думать. these things. Будет блуждать туда и сюда, прыгать. And you can realize only after a long time that what is happening. И только через много времени, пройдет изрядное количество времени, когда вы поймете, что вы уже долго ничего не делаете, а ум ваш скачет то туда, то сюда. Your mind makes you think that how others are thinking about you.
Ваш ум будет заставлять думать вас о том, а что обо мне думают другие люди. And all others are observing you like this. И что это, они на меня смотрят. So then starts all the problems. И тогда начнутся многие проблемы. So therefore, how to train the mind is the science of yoga. Поэтому как натренировать свой ум, этому посвящена вся наука йоги. There is, you have to make a pillar in you. Нам необходимо сделать в нас самих этот столб. And make the monster of your mind to creep up and down. И заставить, все время забываю слово, карабкаться нашего монстра туда и обратно. That is to focus your mind towards your inhalation and exhalation. Что это означает? Что это за столб и что это за движение туда и обратно? Это означает наше дыхание. То есть если мы не занимаем ум позитивной работой, тогда мы просто должны наблюдать за дыханием. Start observing your breath. Начинайте наблюдать за дыханием. Then your mind cannot move anywhere. И тогда ум будет занят этим наблюдением и не сумеет блуждать. Еще как. Пранаяма. Пранаямой, то есть нужно заниматься, тренироваться. Arjuna is telling that this mind, it can at the same time to observe the breathing and at the same time wandering somewhere. No, when you practice time. this, then the mind can follow you. If you don't practice, you will be following your mind always. The only thing is, if you follow the mind, or mind follows you. Нужно просто практиковать больше. Если будем много практиковать, тогда ум будет следовать за дыханием и делать то, что мы ему предписываем. А если мы не будем практиковать, тогда мы будем все время на поводу своего ума. It is just like a pet dog, you see. Some person's dog will be going before, and behind the dog these fellows have to follow. And some are very clever. The dog follows them. They don't follow the dog. They walk, and behind them the dog follows, pet dog. So the mind should be made to follow us, not to follow the mind. Это подобно тому, как мы собаку выгуливаем. Вы можете видеть разных хозяев. Некоторые гуляют, и собака идет за ними, а некоторые бегут за своей собакой. Так вот, нужно быть такими, за которыми собака уходит, а не бегать за своей собакой. We should be able to lead the dog, and we should not be led by the dog. Мы должны быть способны вести нашу собаку на поводке. So in the living being, у живых существ, what we know as sound, touch, sight, taste, and smell, these five things. Так у живых существ есть вот эти 5 чувств. Это слух, обоняние, осязание, зрение, вкус. So these are all constantly they keep in us working and moving like waves.
Эти 5 чувств, они постоянно в нас двигаются, подобно волнам. These 5 are the working properties of the 5 sense organs, 5 senses. И эти 5 чувств, они рабочие качества наших 5 органов чувств. So, sensing is also it is a movement. Чувствительность – это тоже движение. But mind То есть ощущение, сенсорные ощущения – это тоже движение. And the mind keeps on moving. И ум постоянно движется. In the form of thoughts. В форме мыслей. So therefore, поэтому Avaswan is the one who is moving without sound, that is the mind. Таким образом, Авасван – это тот, кто двигается без звука, и это наш ум. So that is also a manifestation of Rudra only. Therefore, here in this mantra, Rudra in the form of Avaswan. И он тоже еще одно из проявлений Рудры как Авасвана. So all these functions все эти функции of moving and flowing, движения, течения, which are going on in every living being, которые происходят в каждом живом существе, they are manifested by the activity of Rudras. Они проявляются как деятельность Рудры. That is what is meant in this mantra. Это то, что, это значение этой мантры. Now the next mantra. Следующая мантра. Namasrotasya cha dvipyaya cha. Namasrotasya cha dvipyaya cha. Namaha is always common. Нама здесь, как обычно повторяется, наше приветствие. So that is why this Rudra Sukta is popularly called Namakam, because you always say Namaha, 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 Namakam. But that is not the name. Просторечие Рудра Суктам называется Намакам, потому что там все время повторяется приветствие, 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 Намаха, Намаха, Намаха. Chame, 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 like this you see repeatedly you get. Give me, give me, give me, give me. No. This is all what you see, Agni and Vishnu, that is called Agna Vishnu Sukta. Chamakam is not the name. Its name is Agna Vishnu Sukta. It is the Sukta of Agni and Vishnu together. That is the starting of the Sukta. So Agna Vishnu Sajoshase Mavardhantu Vangiraha. That is the starting. Agni and Vishnu. And in that Vajaschame, Prasavaschame, Prayatischame. So all these what is there may in me. So all these. Okay. That everything is me. Everything is me. Okay. Антон спросил про Agnischame, Dharmaschame, Suryashchame, Somaschame, all these. Да, и all Кришна these объяснил, что devas. это Агни Вишну, Шуктам на самом деле, а не Чамакам. Вот. И она говорит о том, что все является мною, имеется в виду мною, Господом. Все это я. Я, Господь имеется в виду, не ты же. Не ты же, а Господь в тебе. Намаз Шротасьяяча Двипьяяча. Двипьяяча. Srotas. Srotas. Srotas means also the rivers are called Srotas. The rivers. Реки называются Srotas. So Srotas is also
transmission of the energy. Шротас — это тоже передвижение энергии, передача энергии.